Уважаемые друзья, добрый день. Прежде всего хочу поздравить всех вас с Днем народного единства. Этот праздник напоминает нам о славных страницах истории Отечества, о важности нашей сплоченности, преемственности поколений, ответственности за судьбу России. Сегодня здесь, в Кремле, мы чествуем людей, которые показали пример такого достойного служения Родине, внесли весомый вклад в обеспечение ее безопасности и обороноспособности, в укрепление научно-промышленного потенциала и технологического суверенитета. Заслуженных государственных наград удостоены разработчики стратегической крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерным двигателем «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон». Хочу поблагодарить вас и все научные, производственные трудовые коллективы, а это десятки тысяч людей, которые участвовали в создании этого мощного, эффективного, уникального оружия. Результат, которого вы добились, имеет без преувеличения историческое значение для нашего народа, для обеспечения безопасности и стратегического паритета на десятилетия вперед, можно смело сказать, на весь 21 век. По дальности полета «Буревестник», как известно, превзошел все известные в мире ракетные системы. У него высокая точность поражения цели, которую он четко, уверенно достигает в заранее рассчитанное время. Думаю, убедиться в этом смогли и зарубежные специалисты, поскольку в зоне и во время проведения испытаний «Буревестника» 21 октября постоянно находился натовский разведывательный корабль. Мы не мешали его работе, пусть посмотрят. Особо отмечу уникальный режим мощных сверхмалых ядерных реакторов ракет. Запуск в работу измеряется секундами, тогда как для обычных реакторов требуются часы и даже сутки. На основе подобных энергетических установок уже создается новое поколение типов вооружения. Больше того, началась разработка следующего поколения крылатых ракет с ядерными двигателями. Их скорость более чем втрое превысит скорость звука, а в перспективе они станут и гиперзвуковыми. Мы недавно это с некоторыми из находящихся в этом зале коллег обсуждали. Тесно связана с созданием «Буревестника» и работа по аппарату «Посейдон». Используемые в них технологии, технологические новации во многом уникальны и дополняют друг друга. Безусловно, создателям «Посейдона» пришлось решать и специфические задачи, связанные с управлением подводным комплексом. Имею в виду необходимые именно для данного изделия передовые материалы, узлы и компоненты, которые обеспечили высокую скорость и большую глубину погружения до 1000 метров. А что касается скоростей, то они кратно превышают скорость всех современных надводных кораблей. Что хочу особо подчеркнуть. Такие технологические прорывы не рождаются с чистого листа. Это, безусловно, воплощение труда и таланта многих поколений наших великих соотечественников, которые начинали и упорно вели такие исследования еще во второй половине прошлого века. Ну и, конечно, ваш успех создания других сверхсложных систем, подобных «Буревестнику» и «Посейдону», это свидетельство огромного потенциала и возможностей нашей сегодняшней современной науки, университетских и образовательных, общеобразовательных школ, промышленности и экономики в целом. Отмечу, и это важно, я уже упомянул об этом, это особенно важно, что в «Буревестнике» и «Посейдоне» используются только отечественные материалы. Благодаря широкой кооперации, а это, подчеркну еще раз, тысячи и тысячи людей, специалистов, создана настоящая сокровищница новых материалов, технологий, беспилотных, программных и цифровых решений, элементов компонентной базы. Их применение позволит нам добиться прорывов не только в оборонно-промышленном комплексе, но и
во многих гражданских отраслях при реализации целого ряда приоритетных национальных проектов и программ, в том числе в малой ядерной энергетике, при создании энергоустановок для арктической зоны и освоения дальнего и ближнего космоса, включая энергообеспечение космического транспортного корабля для перевозки тяжелых грузов, которые мы сейчас создаем, над ним работаем, а также для перспективной станции на Луне. Новые принципы и алгоритмы работы Посейдона дадут хороший эффект для совершенствования беспилотных аппаратов, развивая судостроение, систем навигации и автономного судоходства, в том числе в Арктике при освоении трансарктического транспортного коридора и других маршрутов. Малые габариты, вес и объем созданных ядерных установок, их безопасность и надежность позволяют гибко использовать их в создании источников энергии для добычи полезных ископаемых в труднодоступных районах, включая арктический шельф, для обеспечения светом и теплом отдаленных территорий и населенных пунктов, повышения эффективности подводных экспедиций при исследовании Мирового океана. Что касается компонентной базы, электронной начинки Буревестника и Посейдона, то они будут применяться при создании мощных компьютеров, при развитии цифровой инфраструктуры, систем управления и связи. Повторю, создан огромный задел для будущего, и мы будем обязательно идти вперед. Я знаю, что вы такую работу уже ведете, не только в планах, но и в ваших расчетах, чертежах, на испытательных стендах и полигонах новое поколение вооружений и техники. Желаю вам успехов в решении самых сложных задач. Знаю, уверен просто, что вы и ваши коллеги к этому готовы. Уважаемые друзья, наша страна никому не угрожает. Россия, как и все другие ядерные державы, развивает свой ядерный потенциал, развивает свой стратегический потенциал. Все, о чем мы сейчас говорим, это давно анонсированная работа. Все наши планы по созданию перспективных систем вооружения, по развитию оборонно-промышленного комплекса, по обеспечению армии и флота России современной техникой и вооружениями выполняются. Имея в виду создание и поставку на боевое дежурство новейшего ракетного комплекса стратегического назначения «Авангард», мы создали и поставили на дежурство, приступили к серийному производству ракетного комплекса средней дальности «Орешник», оснастили наши межконтинентальные баллистические ракеты и ракеты подводных лодок современными комплексами средств преодоления противоракетной обороны. А вот в текущем году поставим на опытно-боевое, в следующем уже на боевое дежурство системы с тяжелой межконтинентальной ракетой «Сармат». Ну и, наконец, то, ради чего и по поводу чего мы собрались сегодня. Наконец, у России появляются и крылатые ракеты неограниченной дальности «Буревестник», и беспилотный подводный аппарат «Посейдон» с ядерными энергетическими установками. Все наши планы выполняются. Они выполняются благодаря таким людям, как вы, вашим коллегам, коллективам конструкторских бюро, промышленных предприятий, научных центров, благодаря рабочим, инженерам, ученым, преподавателям наших университетов, настоящим патриотам, которые верно служат Отечеству и нашему народу. Большое вам